твердый сторонник действующего президента, я противник его политики. Понимаю, что вам часто бывает неприятно слушать то, что я говорю. У меня всего 3 минуты. У вашей фракции в 35 раз больше. Прошу вас дать мне выступить, не прерывая. Возможности ответить у вас будет в избытке. В моем выступлении не будет фамилий, кроме одной. И это будет не Путин. Это будет скорее исторический экскурс с прогнозом. Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам. Это очень важный вопрос. Потому что нельзя обсуждать права уполномоченного без обсуждения предметов его ведения, прав человека. Уполномоченных по правам человека выбирают органы государственной власти, государство. Но беда в том, что государство – главный нарушитель прав человека в России. И в истории, и, к сожалению, сегодня. Убежден, что тот же недавний пенсионный грабеж, названный реформой, это массовое нарушение прав человека нашим авторитарным государством. Московское дело, дело ФБК Алексея Навального, дело сети, ростовские мальчишки, о которых я много раз говорил с этой трибуны. Это лишь то, что на слуху. Это лишь вершина огромного айсберга преступлений авторитарного государства против... Максим Иванович, это же наша Родина, Отечество, любимая, Россия наша. И вот сейчас посмотрят, вот это же авторитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Я все понимаю, я же понимаю, что ну зачем вот это, то, что абсолютно не соответствует действительности. Уважаемый Вячеслав Серафимович, я уже говорил, не надо путать Отечество с начальством и с его превосходительством. Не надо отождествлять Родину и власть. Я считаю по-другому. Дайте мне возможность высказать в рамках 3 минут. Так я вам даю, пожалуйста, пожалуйста. Вы меня прерываете постоянно. Я считаю, и очень, вот, видимо, на этом месте правильно, что прервали, что от авторитаризма, коллеги, рукой подать до диктатуры. Слово «диктатор» появилось в Древнем Риме, такое понятие. И с тех пор человечество никак не может с ним расстаться. Человек, обладающий неограниченной властью и стоящий над законом. Великий хан, лорд-протектор, император, король солнца, дуче, фюрер, каудильо, генеральный секретарь, командант и президент. Каких только красивых имен не придумали для себя диктаторы. Очень многие народы мира пострадали от диктатур. Но наша страна заплатила, наверное, самую высокую цену в истории человечества разным диктаторам и тиранам, чужим и, что страшнее всего, своим. Наш российский народ, как никакой другой, достоин такой власти, которая ставит во главу угла права человека, а национальные идеи его, человека, права. Прежде всего на жизнь и свободу. И что же мы видим? Прямо на наших глазах государство нарушает эти самые базовые права. Я считаю, и считаю своим долгом об этом говорить с трибуны, что массовое общероссийское мероприятие, так называемый мухлёж обнулён. Вот, коллеги, я еще раз говорю, но мы же не на митинге. Это моя позиция, я хочу ее высказать в рамках 3 минут. Еще раз вам говорю, сейчас уже больше 3 минут, я вам, да, пожалуйста, 3 минуты выступления, пожалуйста. Я считаю, что это преступление против права на здоровье и жизнь российских граждан, потому что эпидемия коронавируса не закончена. Власть обманывает и сама не контролирует ситуацию. Я это так оцениваю, это мое право. Как хотите, так и считайте. И не можете затыкать мне рот по этому поводу. Кроме того, я считаю, что преступным путем осуществляется преступный же замысел. Я так считаю. Потому что считаю обнуление сроков правящего 20 лет президента обнулением прав. Вот смотрите. Я считаю, обнуление сроков правящего 20 лет президента – это обнуление прав нашего многонационального народа на власть в собственной стране. Я в этом глубоко убежден. И считаю это тоже тяжким преступлением против прав человека. Вновь нашему многонациональному народу навязывают диктатуру. И никакой уполномоченный тут не поможет. Я заканчиваю. Сегодня у всех нас, коллеги, есть шанс сделать уверенный шаг в сторону будущего, в котором государство служит человеку, а не перемалывает его права и его самого в пыль. Я верю в народ России. Он главный уполномоченный в защите собственных прав. Я верю, что он сможет сказать «нет» тем, кто поставил себя над законом, над страной, над правами человека. Сказать «нет» последнему, я так считаю, последнему диктатору России. Уже 350 депутатов. Присаживайтесь, пожалуйста. Максим Львович, я вас прошу, присаживайтесь, пожалуйста. Я вам даю 5 секунд, заканчивайте. Я вынужден все время вам отвечать. Заводятся клопы, Вячеслав Серафимович, а я высказываю политическую позицию. И ради нее я отказался от должности главы комиссии по культуре. Мы все это проходили. И даже если вы считаете, что я ошибаюсь и сожалеете о моей позиции, это не повод прерывать меня. Я хочу сообщить, что 350 депутатов из 39 регионов
России подписались под этой позицией. Я предлагаю всем объединять усилия, чтобы Россия стала свободной от диктаторов страной, где главное – права человека. Спасибо. Я бы, на самом деле, лучше бы другой законопроект рассмотрел, потому что данный законопроект вообще даже в комментариях не нуждается. Потому что, в принципе, про этот законопроект сказал уже классик. Вы, друзья, как не садитесь, в музыканты не годитесь, потому что ваш дирижер в скафандре вообще абсолютно бездарный человек. Максим Иванович, я вам делаю замечание. Ну что вы, как пират, который пытается эсминец взять в одиночку? Ну, или авианосец. Ну выступайте вы, по-нормальному, я еще раз вам говорю. Уважаемый Вячеслав Серафимович, как умею, так и выступаю, избиратели потом оценят. По крайней мере, я из парламента не убегаю, не прибегаю и не рассказываю о том, что мои политические оппоненты хотели сдать город фашистам. Я, по крайней мере, этого не делаю, правда? Я просто говорю о том, что думаю, считаю, что дирижер негодный, считаю, что нужно подготовить постановление о недоверии Беглову и правительству. И это было бы правильно, а не... Потому что это пересаживание. Какое отношение вообще-то к жизни города имеет? Вы меня Присаживайтесь, пожалуйста, коллеги. Я не закончил, уважаемый Вячеслав Серафимович. Я бы хотел сказать, что я бы предпочел, чтобы правительство действительно вносило законопроекты, которые касаются жизни граждан. А знаете, почему этот вопрос не был поставлен в первоочередном порядке? Потому что, конечно, стыдно. Стыдно обсуждать вот это. Все здесь ясно и очевидно. И сколько мне рот не затыкайте, все равно правду-то вы не заткнете, которые мы сегодня видим в городе, в нашем, да и в стране в целом. Суть ее несправедливая и бессовестная. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы все не воспринимаем это как общую беду, потому что на самом деле урезаются как раз расходы тех, кто является наиболее беззащитным. Вот хочу остановиться на главном, как я считаю, самом, вопиющем сюжете, в котором, как в зеркале, все пороки существующей политики, как мне кажется, видны. Это история, конечно, вокруг СКК. Я уже говорил, что чудовищная несправедливость заключается в том, что потерпевший, то есть город, по сути, должен по соглашению заплатить 10 миллиардов преступнику, как я считаю, который, как я считаю, повинен в двойном убийстве. Я считаю, именно так нужно расценивать гибель Матвея Кучерова и снос СКК. И чудовищная несправедливость этого сюжета, от которого, судя по ответу Беглова и Соколова, город отказываться не собирается, лично мне не позволяет поддерживать эту политику в принципе. И это не вопрос финансово-экономический, это вопрос совести. Есть вопросы, которые просто лежат за пределами любых расчетов. Есть вещи, которые делать нельзя, есть вещи, которые носят оскорбление городу. И в такой ситуации, конечно, я не буду поддерживать ни эту политику, ни этот бюджет. Почему так происходит? Почему мы не пересматриваем соглашение по СКК? Потому что Ротенберг и Тимченко – это друзья президента. И в этом проблема. И все это здесь понимают прекрасно. Давайте в бюджет занесем отдельную строчку «Друзья Путина» и будем им отдельно платить. Но ведь по сути так и происходит. Почему? А что, Вячеслав Серафимович, не так? По-моему, это именно так. И я считаю это совершенно возмутительно и несправедливо. И такая политика проводиться не может. Она не в интересах граждан, она в интересах очень узкой группы лиц. Так называемых блатных, как в фильме «Гараж». Вот это блатные, которые, замечу, получают не свои деньги, а деньги налогоплательщиков. По сути, город, страна платят дань узкой группе лиц, которые захватили власть в нашей стране. Безусловно, коронавирусная инфекция – важнейшее обстоятельство, которое должно корректировать наши действия, наши поступки и интенсивность на принимаемых нами решений. Но в данном случае это решение не в интересах граждан, оно в интересах Смольного. Но это вещи, с моей точки зрения, не совпадающие. Я совершенно не понимаю, зачем делать это сейчас, в условиях, когда Законодательное собрание Петербурга обладает стабильным большинством, которое всегда или почти всегда откликается на просьбы правительства. Более того, я говорил, что Законодательное собрание в режиме чрезвычайный, в котором мы находимся, должно работать, может быть, даже чаще, чем обычно. И это было бы совершенно нормально. А вот попытка увеличить резервный фонд существенно под предлогом того, что у нас чрезвычайные обстоятельства, еще раз говорю, исключительно в интересах Смольного, лишний раз не обращаться. По этой логике можно послезавтра будет увеличить резервный фонд вообще до 100%. Зачем Законодательное собрание? Доверимся Смольному, пускай тратит деньги. Это абсолютно неверная конструкция. В данном случае я считаю, что это лишь попытка уменьшить контроль за расходованием бюджетных средств и ничего общего не имеет с борьбой с эпидемией. Повторюсь, что Законодательное собрание должно чаще и активнее участвовать в решении тех вопросов, которые сегодня стоят перед городом. Вот Вячеслав Серафимович справедливо говорит, что Законодательное собрание, парламент – это место, куда могут обращаться петербуржцы, куда эти обращения действительно текут рекой, особенно в ситуации, в которой мы оказались. Зачем же мы сейчас
увеличиваем возможности правительства в смысле расходования денег. Я сейчас даже не буду останавливаться подробно на том, что я считаю это правительство негодным и абсолютно неспособным, которое принимает решения, ухудшающие ситуацию, или не принимает решения, которые ухудшают ситуацию. Но даже если бы это правительство было бы нормальным, то в условиях нашей политической конструкции, наоборот, действия ветвей власти должны быть постоянно совместными, постоянно эти усилия должны быть публичными. А то, что мы просто перекладываем деньги в резервный фонд, то есть в кошелек, который контролировать невозможно, и отчет за который будет, если будет когда-нибудь, неправильный подход. Я правда не понимаю, зачем это делать. Это, еще раз повторю, шаг в направлении решения проблем Смольного, но не решения проблем.